Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, когда можно применять упражнения, когда нельзя. Вы можете встретить и в интернете, ну и везде очень часто упражнения от боли в спине, например, да? Так вот, я вам скажу, что далеко не всегда можно и нужно использовать упражнения для снятия боли в спине. Сразу скажу, что в остром случае не надо делать упражнения на растяжку мышц. Вот у меня есть ученица, у нее дочки болит спина, и все время она мне пишет, что растяжение пояснично-подвздошной усиливает боль. Потому что нельзя делать упражнения в острой фазе, когда есть боль, нельзя делать упражнения на растяжку. Объясню почему. Потому что это увеличивает компрессию позвонков. То есть, вот эти упражнения, о которых я говорю и которые я использую для исправления осанки, их надо делать либо когда боль, такая небольшая, хроническая, да, но ни в коем случае, когда у вас только что образовалась грыжа или есть там воспаление, когда острая боль, когда человек еле двигается. Вот сколько раз я это пробовал, всегда у людей было ухудшение. Всегда. Поэтому я давайте объясню, почему это происходит. Происходит это по простой причине. Значит, у вас, например, сжаты позвонки, когда есть боль. Это всегда вот сжатие позвонков, да. То есть мышцы укоротились, напряглись, сжались, зажимают корешок там и создается боль. Так вот, если человек делает, допустим, растяжку пояснично-подвздошной, как правило, возникает какая ошибка? Человек не подкручивает таз, да? То есть он делает вот с таким вот прогибом в пояснице. И что создает этот прогиб? Он ставит позвонки вот в такое положение. То есть сжатие увеличивается еще больше. Поэтому, сделав такую растяжку, человек получает еще большую боль в спине. То же самое относится к наклону вперед. То есть, если вы делаете наклон вперед, да, у вас растягивается поясница. И это приведет к тому, что диски освободятся и ничего болеть не будет. Но надо точно понимать, когда это делать, а когда этого не делать. Потому что если вы делаете вот такой вот наклон вперед, да, вот такой вот наклон вперед, что происходит с позвонками, да? То есть позвонки встают вот так, но, то есть как бы раскрываются, да? То есть вот эта часть растягивается. По идее, должно быть так. Но вы увидите, что если есть укорочение, то ничего тут не растягивается. Вот так. На первом этапе, да? То есть здесь позвонки создадут еще большую компрессию. Почему? Потому что, смотрите, допустим, вот стоял позвонок, и вот здесь была жесткая фиксация за счет короткой мышцы. Вы начали позвонки вот так вот вокруг вот этой точки, условно, да, раздвигать, но раздвинуться она не может. И тогда позвонок еще больше сожмется вот так. То есть он не вот в этом месте расширится, он вот в этом месте сожмется. И диск еще больше сожмет. И тогда боль еще больше увеличится. Поэтому, когда есть острая боль в спине, не надо делать ни вот такие наклоны, ни растяжку пояснично-подвздошной и даже прямой мышцы. Потому что все они приводят к переразгибу в пояснице и усилению боли. В этих случаях острой боли как раз таки и нужен массажные методы. Когда снимается напряжение с мышц без упражнений. Тогда человек получает облегчение. И только после того, как он получил облегчение, он может потихонечку делать упражнения и избавиться уже от этого навсегда, растянув мышцы. Но надо понимать очень четко, что когда упражнениями можно навредить. То же самое с шейным остеохондрозом. Если у вас остеохондроз, а вы начали сильно активно крутить шею, вертеть, вам станет хуже. Проверил на себе. Как говорится, плавали, знаем.
Поэтому очень осторожно относитесь к упражнениями. Ну, бояться не надо. Надо просто понимать, когда они принесут вам пользу, а когда вред. Не надо бездумно делать, увидели в интернете или посмотрели мой канал, где я рассказываю, что там таз наклонился или еще что-то. Здесь очень много нюансов. Я, к сожалению, вижу это у своих учеников, так как все-таки, ну, они посмотрели мой видеокурс, там невозможно дать всю информацию, не дать всех нюансов. Это длительный процесс обучения. И вот делают такие ошибки, что пытаются с помощью растяжки лечить боли в спине. Вы сделаете только хуже. Сначала надо сделать массаж, там какие-то методы, чтобы снять напряжение. И только потом, когда уже боль не такая сильная, да, начать растяжку. И то делать надо постепенно. Четко регулирую. Значит, что же все-таки можно делать, если, например, болит поясница? Как можно растянуть мышцы, не навредив себе? В остром случае это тоже возможно. Вы ложитесь вот так на спину. Вот так на спину. И вам нужно вот в таком положении, лежа, да, сделать так, чтобы у вас ушел вот этот прогиб поясницы. А как это сделать? Для этого надо сделать ротацию таза. И это произойдет, если вы поставите ноги вот в таком положении. То есть на какой-то стул. Да? Тогда у вас произойдет ротация таза, и поясница, она вот так ляжет. То есть у вас позвонки немножко из вот такого положения, да, они встанут в вот такое положение. И это даст незначительное вытяжение. Но здесь надо лежать долго и надувать живот, чтобы поясницу потихонечку вытягивало. Можно еще, допустим, в таком положении потянуть человека за руки или за голову, да, там, зафиксировав как-то таз, чтобы шло вытяжение. Либо просто лежать там где-то около получаса. Постепенно мышцы будут отпускать, тогда боль утихнет и станет легче. Вот такие упражнения делать можно. Вот. А активно растягивать мышцы в острый период категорически не надо. Вы только навредите себе. Поэтому четко понимайте, когда вы занимаетесь снятием боли, а когда исправлением осанки. Это две разных совершенно стратегии. И в острой фазе как раз таки нужен массажист, а не тренер ЛФК, который будет вам растягивать. Потому что массажист вам как раз таки легче снимет боль. А вот уже дальше, да, надо исправлять осанку, потому что все вернется иначе. Вот такие вот мысли по поводу упражнений.